Привет, мои дорогие! Сегодня очень интересные новости. Во-первых, потому что у нас, дорогие мои, Анджелина Джоли побывала в ТЦК сегодня. Так что вот это очень интересно. Ну и начинается по чуть-чуть отступление из Покровска. Это я вам покажу, уже есть факты. Поехали с Анджелиной Джоли, и потом я вам расскажу именно эту историю непосредственно. Вот она заходит в ТЦК. Вот, это очень-очень интересная история со своим охранником, именно американским охранником. Что произошло? Они ехали в Херсон, вот у нее миссия там какая-то, там я покажу вам фотографию. Они ехали в Херсон, там она должна была побыть с детьми. Ну, обычно, когда туда таких звезд приглашают, это специально для того, чтобы не наваливала Россия, ну, я имею в виду, там, ракетные обстрелы не делали или что-то еще. Они под эту хитрость кого-то просовывают, понимаете? То есть для того, чтобы не бомбить город или определенный район, или Киев, или что-то еще, да, или что-то они там завозят по логистике, они привозят звезду специально или какого-нибудь принца. Ну, это Зеленский так делает. Понятно, что по нему шмалить не будут, потому что это будет резонанс, а в это время они что-то продвигают, потому что на Херсоне там тоже не все очень хорошо, дорогие мои. Может, кого-то отвести надо. Ну, я имею в виду отвести от линии фронта и так далее, потому что Россия там хорошо поднаваливает в последнее время. Так вот, что произошло. Когда они туда ехали, их где-то в районе Николаева остановили, и у водителя, который вез непосредственно ее, у него были какие-то проблемы с документами, и его забрало ТЦК. И все. Его, как объясняет ТЦК, что они его не забрали, они ему порекомендовали заехать в ТЦК. А он начал говорить, что, ну, типа, я везу звезду. Вот, и человека, который там, ну, она же у нас там какой-то член какого-то там мира и все такое, посланник мира и все, ну, в этом духе. И им пофиг, вы же знаете, они отмороженные, нам пофиг, что там и как, давай, поехали. Все, они его забрали. И вот это была причина, почему она там появилась. И когда она появилась, они начали звонить всем, и в офис президента, и везде, короче. А те же отморозки, ну и потом в конце они начали выруливать, рассказывать, что она зашла к ним пописать, дорогие мои. Ну и появилась, конечно же, фотка начальника ТЦК непосредственно этого Николаевского отделения, которые приняли этого водителя, да, который он хотел увидеть Анджелину Джоли, и он узнал, что она едет, и вот он специально принял ее. Окей, поехали дальше, дорогие мои. Уже немножечко без юмора. Пойдем по фронту. На самом деле, с Анджелиной Джоли это факт. Ну, с начальником ТЦК это одесситы, знаете, любят посмеяться. Поехали по Гуляй-Поле. Сейчас я вам буду показывать кадры, как они выглядят. Как выглядит сейчас вот Гуляй-Поле. Там, конечно, есть звук, но там музыка, маты и так далее. Поэтому просто смотрим под мою болтовню, что сейчас с Гуляй-Полем. Это запорожское направление. Поехали дальше. Украинские военнослужащие все чаще теряют конечности из-за того, что тактическая медицина ВСУ основана на неподходящих для текущих условиях стандартов НАТО, сообщает The Telegraph. Статья очень длинная, расскажу коротко о ней. Наши, как впереди планеты вся, обматывают людям жгутами там какие-то конечности, да, хотя там нужно там сделать операцию всего лишь на маленьком кусочке, но по стандартам НАТО, когда там затягиваешь жгутами от места до, ну, где его там ранили до куда его должны привезти, обычно уходит час, а здесь несколько дней. И получается, что ткани без крови, без голодания, их надо ампутировать уже. То есть они закрутили этот жгут там на максимум, и он лежит там, пока эвакуации не будет. А она там проходит там, от нескольких часов до нескольких дней, дорогие мои. И поэтому, когда его уже привозят, раненого, он уже не просто там пулю вытащит, да, уже всю руку ему рубит. Так что так. Так, ну, заявление Белоусова сейчас сделаю, что действия Трампа свидетельствуют о наращивании Вашингтона стратегических наступательных вооружений. Да, этот посланник мира, ну, который там, я имею в виду рыжий, да, который пришел, он уже сейчас начинает там просто во все тяжкие идти с испытаниями ядерных боеголовок новых. Они сегодня ракету там запустили баллистическую, он сказал, что еще
еще одну будет запускать. Ну, эти ракеты, которые сегодня были запущены, точнее вчера, они по плану, плановый запуск был. Но то, что он говорит о том, что они запустят ракету, которая будет лететь там 15 тысяч, все-таки буревестник не дает ему спать. Вот. И заявление Путина о том, что это самая, ну, можно сказать, дальнобойная ракета в мире, там, она может там пару раз эту планету окручивать, пока цель, ну, пока миссия не завершится. Трампу это не дает спать, и, конечно, он же начинает это все. Сегодня Путин собирал совещание Совбеза, да, там по этому поводу, и там ему предлагали проводить дальше ядерные испытания, но он сказал, давайте вначале посмотрим на действия Америки. Если действия Америки будут именно в эту сторону, то у нас, дорогие мои, начинается ядерная гонка. Новая, но уже с Китаем вместе, потому что Китай на данный момент где-то около 1000 ракет нарастил и не хочет идти на условия Трампа, потому что, говорит, силы неравные. Ну и проблема всей вот этой ядерной гонки в том, что, да и не только гонки, а ядерной войны, что все будут бить превентивно. Никто не захочет после удара делать удар, потому что некому будет делать этот удар. Ну и понятно, что они там золотой купол. У Трампа все золотое, платиновое, вы знаете, поэтому... Беда, беда. Миротворец к нам пришел, он сегодня вспоминал, что он 8 войн остановил опять очередной раз. Возможный отказ США от мониторинга введения ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разоружению системы глобальной стратегической стабильности мира. США ведут работу по созданию межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Ее дальность составит 13 тысяч километров. Разрабатывается новый бомбардировщик Б-21 и новая крылатая ракета. Американцы приступили к реализации программы «Золотого купола», которая предусматривает противоракетный перехват, внимание, в достартовом поражении баллистических ракет России и Китая. То есть там уже на Земле он будет их бить. То есть они вот это разрабатывают, что где-то там или из космоса она там стартовала и так далее. Но опять же, знаете, мне кажется, что уже пора сбивать спутники, потому что их настолько много. Ну, я имею в виду разведывательные спутники. Есть же, да, там Россия делала такие штуки, которые сбивают эти спутники, что они больше знают о них, чем мы больше знаем. Точнее, они больше знают о нас, чем мы больше знаем о них. Вот в чем дело. И поэтому уже пора это делать. И они как мухи там парят над всей Россией, да, там, и где-то там останавливаются, притормаживают, включают всякие разные там измерения, да, в которых они могут там радарное, там много типов всяких, там инфракрасное и так далее, где что находится. Конечно, они знают, где что базируется по этим спутникам. И нужно убирать эти спутники, для того, чтобы они не знали. Ну, понятно, что все движимое. Но в любом случае, если они запустят там 200-300 томагавков за один раз, которые будут лететь именно по тем целям, где находятся там в данный момент. Ну, об этом говорят очень многие военные специалисты, что они как раз к этому и готовятся, чтобы одним махом просто заложить все там, где вот оно и стоит. То есть не просто они в шахтах, да, именно на машинах, где они стоят. Потому что сегодня Украина, точнее вчера, хвасталась тем, что они сбили целый комплекс «Искандер». Вот. Ну, у них, понятно, у них антикриз, но в любом случае. Это я вам к тому, что, конечно, я не знаю, где что находится и локации. Даже если они будут перемещаемы, в любом случае что-то как-то доработают. Да? Какие-то спутники будут висеть и донаводить это. Поехали. США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил. Последняя с отработкой ударов по России состоялась в октябре. Ну, с этим у России проблем не будет. Особенно с FPV-отрядами, которые Рубикон, который будет там их разматывать очень быстро. Как оказалось, Буданов не очень доволен, потому что он 6 вот этих ГУРов отрядов отправлял, и все 6 ликвидированы. Абсолютно все 6 ликвидированы. Это мы не получаем информацию. Ну, знаете, вот есть такая штука у российской стороны, они не информируют там только уже, когда где-то что-то выплывает, вот там они тогда рассказывают. Ну, есть такая штука на самом деле. И Украина, она всегда там, даже там, я не знаю, какой-то миллиметр пройдет, но расскажет на весь мир, что они все 40 тысяч километров пробежали. А Россия нет. Ликвидировали 6 групп, но никто не говорит. Просто вот есть там кадры, где вот там первую вот эту вертолетную. Как сбили вертолет, тоже никто не показывает. Второй, который был.
Не рассказывают об этом. Хотя по факту, да, у Буданова реальные проблемы. И, как я и говорил, Трамп на них давит. Давит на них Трамп для того, чтобы они действительно с этим Покровском... И они приняли, мне нравится эта риторика, знаете, как военно-политическое решение, дорогие мои. Ну, поехали дальше. Мы должны поддерживать ядерный потенциал России в готовности к нанесению противнику ущерба в любых условиях обстановки. И вот представьте, начинается ядерная война, кто-то уже понял, что она начинается, и все превентивно запускают эти ракеты для того, чтобы все уже... У этого же рот не закрывается, у Рыжего. И вот все уже прекрасно понимают, что Рыжий будет бить по тем местам, где находятся эти ракеты. И поэтому для того, чтобы Рыжий не успел среагировать, все начнут превентивно. То есть никто ничего не будет говорить, никто ничего. Потому что они же подлые, вы знаете. Вообще вот весь Запад, он подлый. Они будут рассказывать, выплясывать. Да нет, вы что, мы это не сделали. Потом полетели ракеты, которые... Причем они эти ракеты, почему вот, если кто не понимает, почему Россия пытается отодвинуть Запад от своих границ подальше, да, там, Украину и все остальное. Для того, чтобы засечь радарами, что вылетели эти ракеты. Потому что эти ракеты находятся, внимание, Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, понимаете? Для того, чтобы они максимально быстро долетели до вот этих ракетоносителей и их там подбили. Вот для чего это делается. Поэтому они и говорят, да, о том, что прямо там на подлете, даже не на подлете, а на стартовых площадках, чтобы они не взлетели даже. ПВО они так близко подтянуть не могут, потому что, вот, допустим, как Орешник, там уже они рассказывают, что Орешник они еще могут на старте там где-то влупить. Нет. Он туда ушел себе там в высшие слои атмосферы и унесся туда, куда ему нужно. Там они уже его не найдут. А для того, чтобы они его там сбили, им Орешник, к примеру, да, им нужно подтянуться к этому Часов Яр, да, туда они, или Капустин Яр, они должны туда подкатиться как можно ближе. Вот тогда, да, они могут запустить. А что делает Россия? Она их от этого Капустинова отодвигает туда аж на Закарпатье. И тогда они не смогут на старте ничего подбить. Вот что делается. А НАТО постепенно подползала к России. Подползала специально для того, чтобы все вот эти вот пуски ракет можно было на ранней стадии подбить. При этом посмотрите, как они действуют. Они рассказывают о том, что делают ядерное разоружение, а при этом подтягивают свои вот эти ПВО против ядерных ближе к российским границам. Вот и все. Понимаете? Поэтому им доверять ни в коем случае нельзя. И действительно, у России нету никаких вариантов, кроме как отодвинуть максимально их далеко от пусковых мест. Максимально далеко. По итогам совещания Путин поручил МИДу и Минобороне, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложение о возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия. Но, знаете, этого добра в России достаточно. Ну и также Иран войдет в эту гонку, Северная Корея войдет в эту гонку, Китай войдет в эту гонку. И у нас рыжий имбецил открыл ящик Пандоры. Дорогие мои, вот хочу показать, что происходит в Киеве. Знаете, хочу, чтобы каждый заметил, что все труды Зеленского, которые он проявляет ежедневно, показывать итоги этих трудов мы видим каждую ночь, а потом последствия, дорогие мои. Вот такие люди ходят, потому что у них уже бог знает сколько нет света. Перекрыли дорогу возле ЖК «Молодежный городок» и заблокировали проезд автомобилей. Замглавы комитета Рады по вопросам энергетики, жилищно-коммунальных услуг Семинский попросил украинцев не прятать далеко теплые свитера, поскольку этот отопительный сезон уже можно считать самым тяжелым для Украины. Семинский также сообщил, что в настоящее время в Украине уже разрушены около 60% газовой инфраструктуры, а Россия атакует подстанции, от которых зависит выдача мощности атомных электростанций. Так что вот вам итоги работы Зеленского на этого самого, дорогие мои. Поэтому, знаете, я вам так скажу, что вот там
Я с кем-то там созваниваюсь, начинается тревога, и человек мне такой в телефон говорит: как они уже достали нас бить? Ну, типа, достали. Ну, так они же это делают после того, как этот делает. А людям не доходит это. Что это, ну, знаете, как в законах физики, да, что в равной мере противодействия, да, любое действие имеет в равной силе противодействие. Ну вот примерно так же и происходит. Но людям же это не объяснить. Поехали. Верховная Рада, вот просто послушайте. Военное время. Верховная Рада приняла законопроект о выплатах семьям с детьми с 1 января 2026 года. Значит, при Януковиче получали, насколько я помню, там достаточно денег. Я уже не помню в каком эквиваленте. Если кто-то помнит, можете написать в комментариях. Но вот сейчас слушайте на это, что они делают. Да? 50 тысяч гривен единоразовое при рождении ребенка. Это $1200. Практически это 1190. 7 тысяч гривен в месяц беременным без работы с 30-й недели до родов. Это $167, дорогие мои. 7 тысяч гривен родителю, ухаживающему за ребенком до 1 года. Потом 8 тысяч гривен компенсация за садик или пособие по уходу за ребенком после года. Ну, если там ясли сад, да. Пакет малыша доступен с 36-й недели беременности. Ничего там нету. Пакет школьника 5000 гривен, это 119 первоклассник. Вот попробуй там вырасти ребенка. А теперь еще у меня другое есть интересное. Там есть вот этот гетманцев конченый, который руки засовывает во все карманы. И у них есть отдел в киберполиции, это я вам повторюсь немного, который лазит по порносайтам, ищет украинок, которые еще находятся в Украине, они убежали из Украины, для того, чтобы к ним прийти домой и предоставить статью, которую она нарушает, да, о распространении порнографии, и забрать у нее все деньги, и даже арестовать ее имущество, которое есть. Она пытается как-то выжить, собрать какой-то там себе доход, понимаете? Она не торгует наркотиками, ничем. Я не защищаю эти, знаете, это можно так сказать, проституция 21 века, да, можно. Вот. Но их планка опуститься, да, и там вообще нищенские какие-то деньги дают людям. Там цены поднялись просто до кошмара для воспитания ребенка. Просто какие-то нищенские эти... Вообще просто выплаты ни о чем. Это я вам просто первое, что говорю. Второе. Если она даже пытается подготовить какой-то багаж, а ты еще роди. Это же не бесплатно. Вот эти вот 50 тысяч, ей даже не хватит родить, потому что у нее заберет врач, акушер, гинеколог, и там полежать в этой палате. Просто они растворятся. И первый набор, который нужен для ребенка. 50 тысяч. Поверьте, у меня ребенок, который родился в мирное время. Там, деньги растворяются просто моментально. Моментально растворяются еще, начиная не с беременности, а именно с мысли об этом. Потому что ты подготавливаешься, ты покупаешь кроватку, ты покупаешь коляску, начинаешь делать ремонт в комнате, да, где будет ребенок. И потом понеслось, да, то, что там пройти там одну комиссию, вторую, третью, там, и постоянно следить за ребенком. Деньги уже начинают исчезать. А когда уже роды, какие 50 тысяч. При Януковиче давали намного больше, чем... Вот. Ну и BBC вот пишет, что кортеж Джоли был остановлен сотрудниками Николаевского ТЦК. Источники Суспильне пишут. Ну и вот что пишет непосредственно Суспильне и сами ТЦК. По информации источников Суспильного, да, сухопутных войсках Украины, у одного из водителей кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая сегодня, как сообщалось, побывала в Херсоне, это BBC как раз пишет, вот,
Оказались проблемы с военным учетом и документами. Водитель — гражданин Украины и офицер запаса. Уточнили источники издания. Сотрудники Николаевского ТЦК попросили его проехать в южноукраинский ТЦК для уточнения данных. Да, такое, попросили. Скрутили руки и закинули в бусы это. Собеседник Суспильне уточнил, что между Джоли и представителями ТЦК конфликта не было. Еще бы. Еще бы. Это была бы последняя звезда, которая приехала. Ну вот испытание баллистики, которое сегодня США запустила. Ну, это планово. Это планово. Это без паники. Да, вот они там запустили. Она пролетела там около 6000 километров. Вот. Ну, сейчас я пока показываю, сейчас прочитаю вам. США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Минутмен-3 без боевого заряда, сообщает Вандербергская военная база. Это испытание было направлено на оценку текущей надежности, боеготовности и точности системы МБР. Команда летчиков, используя бортовую систему управления запуском самолета Е-6B Mercury ВМС США, инициировала запуск, проверив эффективность и постоянную доступность системы ILCS, а также резервной системы управления для сил МБР, говорится в заявлении. Напомним, что недавно Россия проводила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет, что привело к распоряжению Трампа о проведении первых ядерных испытаний за 30 лет. Тем не менее, запуск, состоявшийся сегодня, не является ядерным испытанием. Ядерные испытания подразумевают подрыв ядерного заряда. Ну, открывает потихонечку ящик Пандоры, дорогие мои. Сейчас хочу вам показать картинку, в которой Флэш говорит о том, что принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы в военном плане удержания этих позиций. Важно, поскольку за ним открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области. Если противник займет Покровск, то с его высот получит возможность работать далеко БПЛА. Я лично продолжаю придерживаться мнения, что никакие позиции не стоят жизни людей, и надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя. Об этом заявляет как раз Флэш, дорогие мои. Поехали дальше. У нас сейчас буду видео показывать, отступление из Покровска. Вот это российские дроны снимают, но по ним отрабатывают минометы. По этим ребяткам, которые, скорее всего, это 25-я бригада, это те, которые, как называют, замотивированные больше всех, да, то есть и боятся их больше всех потерять, и те, которые боятся идти в плен, потому что они сядут на пожизненное, дорогие мои. По ним работает как раз минометный расчет. Вот сейчас увидите. И я на этом остановлю, чтобы не заблокировали нам видео, дорогие мои. Вот видите, там вороночки черные. И где-то там сейчас будет прилет. Видно, дымить будет, потому что миномет куда-то там промахнулся. Их видят. Ну, конечно, там говорят, координируют. Вот видите, промахнулся он. На этом хватит. Есть в телеграм-канале. Смотрим там непосредственно. Ну и заявление Путина: поручая МИД, обороны, спецслужбам, гражданским ведомствам, я вам уже это читал, да, внести предложение о возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия. А вот непосредственно фотография Джоли вместе с детьми в Херсоне. Ну, я вам уже говорил, для чего и каких целей это нужно. Для того, чтобы, дорогие мои, что-то можно было увезти, отвезти или наоборот привезти, для того, чтобы город не был под обстрелом. Ну и опять же, в Киеве нужно будет объявлять эвакуацию населения, если зимой столица останется без тепла на 3 дня, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Если в Киеве отключены ТЭЦы в течение 3 дней при температуре минус 10 и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а. слив воды из домов, б. эвакуация, если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10 за 3 дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы, заявил
Харченко, дорогие мои, я сегодня смотрел интересную статью, где показывают, как это называется, типа успешность, экономический успех Львова. Понимаете? Вот, что Львов, да, был такой посредственный город, не дотягивал до миллионника, сейчас он стал миллионником, они открывают новые хабы и кучу всего, и потом в конце пишут. Все благодаря тому, что переезжают харьковчане и из Днепропетровска, и из Сум. То есть они, люди эти бедные, сталкиваются там с огромными сложностями и проблемами, но они бегут туда, и понятно, что эти их грабят. Вот вам и экономическое чудо Львова. Називається «На ограблении своих же». Ну, они для них не свои. Це російськомовні, вот тех можно грабить. Так что, дорогие мои, на этом у нас с новостями уже все. Обязательно подписывайтесь, обязательно, чтобы ничего не пропустить. Спасибо вам всем, мои дорогие. Уже малое потихонечку рассказывается. Я вам уже покажу видос. Вот. Но не сейчас, не сегодня, уже когда она будет более такая окрепше стоять. Так что огромная вам всем благодарность, дорогие мои. И я вас всех обнял.